Девочки, мальчики, всем привет. Короче, сегодня я иду, сейчас ночь, вот, и я иду в очередь в Красный Крест для того, чтобы получить гуманитарную помощь. Дело в том, что там огромные очереди из украинцев, поэтому люди там занимают время с ночи. В общем, такие бутербродики с собой и салфетки. И также с собой еще плед, для того, чтобы в машине укрываться можно было. Ну и типа сумочку, там вообще сумочки не дают. В общем, на всякий пожарный взяла еще запасную сумочку. В общем, как животные реагируют, когда я хожу на ночь, им вообще все равно. Тут видите, сколько корма насыпали. Короче, точно голодными не останут. Это моя любимая кошка Фредка. Вот. Поэтому сегодня предстоит долгая ночь, сидение, лежание в машине. Взяла плед на всякие пожарные, потому что, ну, на случай, если замерзну, потому что не хочется машину целую ночь держать заведенную. Вот, собачка, кошечка дома остаются. Вот. И вот маляш, он, как всегда, лежит. Такой сладкий-сладкий. Почему я, в принципе, туда иду? Потому что там дают корм для животных. Здесь больше корма для животных реально намного дороже, чем в Украине. Наполнитель в 2 раза дороже. Поэтому, поскольку я сейчас пока не работаю, пока что в процессе трудоустройства, вот, то придется идти в Красный Крест. Вот, очень здорово, что они, конечно, дают помощь, но там из-за большой бюрократии очень большие очереди, поэтому, поскольку в Польше очень много украинцев, очередь приходится занимать с ночи, целую ночь стоять, лежать. Там рядом есть торговый центр, который открыт там с ночным ашаном. Люди там просто лежат на столиках, ну не лежат, а просто спят, ну как бы полулежа, вот так вот, знаете. Для того, чтобы была возможность взять какие-то продукты. Вот такая сильная очередь. Вот. Но еще как бы я бы такой бы сильно не было, если люди как бы по своей очереди, да, проходили и не лезли вперед поперед батька в пекло, понимаете? Ну, это отдельный разговор, конечно, мне это очень не нравится, но такое. Вот, поэтому сегодня, короче, помыла волосы кондиционером за 6 злотых, вытянула их, видите, как хорошо выглядят. Вот, туда я иду без макияжа, без ничего, вообще целую ночь в машине, никакой макияж, никакого макияжа не нужно. Сейчас буду выходить, конечно, ночка еще та себе предстоит, но надеюсь, что это того стоило, девочка, потому что сейчас, я уверена, там уже люди, вообще общественный транспорт конкретно здесь ходит, даже ночью есть какие-то такие автобусы-развозки, которые сейчас точно ходят. Поэтому даже люди без машины туда умудряются приезжать и ночью занимать место. Вот, поэтому вот так. Не грусти, не грусти, все будет хорошо. Вот такой у меня образ. Спортивочки, рюкзачок и моя дубленка, которую я ношу с первого дня. Как, ну, в общем говоря, это из Киева дубленка. Кроссовки. В общем, максимально удобно и спортивно стараюсь одеваться, чтобы не замерзнуть. И смотрите, что тут. Блин, ничего не понятно. Короче, хотела вам показать, а тут, видите, такие заборы, отводники такие ставят. В общем, очень, конечно, в городе людей нет. С другой стороны, откуда им взяться, да, вообще, но все нормальные люди спят перед рабочим днем. Вот, но просто понимаете, какая ситуация, пока не работаем, и даже с такими огромными очередями, ну, есть смысл туда поехать. Потому что главное, как бы, это не еда для там меня или там пропитание какое-то, да, главное это для животных взять. Вот. Наличие как бы 4 кошек, и оно типа предполагает,
конечно, максимальное участие во всех этих гуманитарных вопросах. Вот, еще, кстати, меня очень многие девочки спрашивали по поводу PayPal. Я обязательно под этим видео прикреплю, поэтому кто захочет помочь на животных в такой тяжелой ситуации, буду очень-очень благодарна вам. Вот. А сейчас беру вас с собой в этот Красный Крест. Надеюсь, что все получится, что, мы сейчас не приедем, и я там не буду, знаете, 40 какая-то, и в итоге не придется там до 4 дня стоять. Какой принцип работы Красного Креста? Дело в том, что ты там приходишь, занимаешь очередь, заходишь, заполняешь какой-то формулярчик такой, и тебе по твоим потребностям дают, да, ну, кто там с детьми, они как бы с колясками без очереди заходят, вот. Поэтому, не знаю, уже сегодня думала сделать какой-то муляж ребенка, знаете, в этот, замотать в какой-то, в одеяло, бутылку, допустим, 2-литровой воды, но, боюсь, меня бы слишком быстро бы раскрыли, вот, поэтому, не знаю, но если же бутылку взяла, плед тоже, поэтому сделаю вид, не знаю, может, надо было беременных пускают или нет, может, надо было плед, короче, под низ себе, под живот, чтобы меня без очереди пустили, ну, короче, в общем, ситуация заставляет, идти в Красный Крест ночью. Вот я не знаю, конечно, как наши беженцы, украинцы, выстаивали, месяц назад, когда еще здесь вообще, почти ночью нулевая температура была, вот, но в Красном Кресте ты можешь получить помощь, вот там, куда мы сейчас идем становиться в очередь, то есть он еще не работает, работает с 9 утра, в очередь 12 ночи занимаем, дают одноразовую, но очень-очень большую помощь, которая хватает там почти на месяц, и дают еще 2 бумажки, которые ты можешь на других пунктах брать какую-то минимальную такую консервацию и одежду. Вот, в целом я знаю, что в Европе Красный Крест, он одежду, откуда они получают прибыль, да, люди сдают им одежду, на благотворительных началах, то есть бесплатно дают одежду, они по своим магазинам в Европе, что? Кто съезжаем, может, с другой стороны, там люди стоят. Это дичка полнейшая. Вот это, кстати, Ашан, куда люди ездят, ходят греться. Он открыт ночью. Видимо, ночной Ашан какой-то. Вот. Поэтому сейчас вот едем. Тут уже, люди там стоят. С той стороны видно. Но я предложила заехать туда. Там многие так делают. Заезжают, там такая широкая улица. Заезжают туда на машинах. И вот так вот в машине сидят целую ночь. Поэтому не то, что там сразу говорю, что мы единственные там беженцы на машине. Нет, очень многих украинцев есть машины. Вот, и люди приезжают, помощь получают на машинах. Очень даже, скажем так, не всегда бюджетных. Вот, поэтому стесняться того, что есть машина, в данном случае не вижу смысла. В общем, едем, сейчас вам покажу эту очередь, которая стоит уже, на секундочку, девочки, в 12 часов ночи, но я настроена максимально решительно, потому что реалии, жизни в Польше диктуют свои условия. Так, сейчас мы будем заезжать. Вот смотрите. Красный Крест. Как ты видела, что люди стоят? Бля. Жопа. Пошла информация. Жопа. Ну ничего, давай стоять. Вот туда остановись куда-то. Ой, с собакой. Иду вже в очередь. Телефона, слухайте. То взагалі самі лосинки, ви, напевно, щасливі. Вони вважають, якщо вони подають 100, це дуже добре, але в 100, кажуть, не приймають за день, саме з списку. Тому що взагалі 80 приймають по списку, а інші 20 не в списку, які мамочки з маленькими дітьми і без черги пропускають. Тобто вони там п'яту маму фактично пропускають без черги. На наступний день. Наступний день, ви знаєте, понеділок, середа і п'ятниця приймають. Ми записали список, там написано на 4 або 6 травня. Це тобто через тиждень. Ну,
Ну что, девочки, короче, ни хера. Короче, мы приехали туда, а там огромные очереди, а более того, Ева, закрой рот. Более того, блин, она ноет постоянно. В общем, там уже сидела группа женщин на стульях со своими стульями, в пледах, которые ночью дежурили. Эти люди из первой сотки. Там уже запись на вторую сотку. В день проходит около 100 человек. И мы записались на третью сотку. То есть мы минимум через неделю, если все будет хорошо, и как бы каждый люди из этой группы будут дежурить, мы что-то получим. Короче, я вообще, девочки, в диком шоке, я в расстройстве, потому что завтра, получается, никакой гуманитарной помощи. В общем, уставшая на часах, сейчас вам покажу, вон, 03:19, 3 часа ночи, и получается вот так вот неудачно съездила. Ну, короче, это жесть, представляете? То есть там эта помощь, она одноразовая, и столько людей, такие очереди. Я не знаю. Очень, короче, тяжело. Вот, мне кажется, это как бы история со списками нечестная, потому что как бы мы вот там простояли какое количество времени, с 12 вот до 3 часов ночи. Вот, и почему, мне кажется, эта история с этими списками, да, совершенно нечестная, потому что кто-то пришел, записался с вечера в списочек, как бы недельку там ждет, да, пока его позовут. Вот, создала, короче, женщина, которая создавала этот список, создала группу в Вайбере, нас туда всех, типа, добавила. Ну, не знаю, девочки, мне кажется, это совсем нечестно, потому что те там, которые кучкой сидят из первой сотни людей, там их человек 10, они такие, короче, достаточно агрессивно настроены. Вот, и они, короче, готовы, знаете, ну, то есть, как бы, получается, да, они там своих лоббируют, хотя мне кажется, это нечестно, потому что вот как бы мы приехали, да, мы готовы были стоять до утра, там, до тех пор, пока мы не зайдем, и там человек, ну, 15 нас от силы было. Ну, как-то так, короче, не знаю. Вообще расстроена, буду сейчас спать ложиться.